1945 года западнее и юго-западнее города Моравского острова войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Немецкое командование придавало важное значение удержанию Моравско-Островского промышленного района как последней угольно-металлургической базы, оставшейся после потери Рура и Силезского промышленного района. Поэтому во второй половине марта оно усилило войска, прикрывавшие этот район, за счет переброски частей с других участков фронта и резервов. В тяжелых боях за освобождение города Островы совместно с войсками 4-го Украинского фронта героически сражались воины 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Когда мы получили информацию о начавшемся в Праге восстании, наше командование решило создать специальный отряд, который должен был отправиться на помощь. Остальные части, в том числе из опытных солдат, отправились на Оломоуц. Маловероятно, что в Оломоуце удалось бы развернуть серьезное повстанческое движение. Это был важный город, один из самых крупных в Моравии. Здесь же располагались немецкие штабы, госпитали и подобное. Задача 4-го Украинского фронта состояла в завершении разгрома противостоящих войск противника и в стремительном наступлении на Прагу. Для осуществления этого требовалось овладеть городом Оломоуцем. Он являлся единственным пунктом в болотистой пойме реки Моравы, взяв который, можно было перерезать пути отхода вражеской группировки, находившейся в Мишке, и выйти на Чешское плато. Запомнилось мне одно то, что наблюдательный пункт был сделан на крыше, а крыша черепичная. И вот одну черепицу отогнули, и там долина вот так. Тут ручеек проходит, с этой стороны мы, здесь немцы. Мы видим, как на ладони, как они пулеметы устанавливают. Сколько поставили пулеметов, все это готовится к ночи. Так что война еще продолжалась, но она не носила такого уже характера, что дивизия на дивизию, там армия на армию. Немцы все еще удерживали позиции. Они не сдавались. Почему? Потому что они не хотели попасть в плен к советским войскам. Кроме того, был прямой приказ Гитлера не отступать и защищать позиции любой ценой. Но все равно многие немецкие солдаты знали, что это конец. Война проиграна, и они просто хотели спасти свои жизни. Немецких солдат воспитывали в духе преданности государству. В системе немецкой армии существовали специальные войска, которые прямо на поле боя убивали изменников и солдат, которые хотели сдаться. Многие немецкие солдаты, которые знали о карательных отрядах СС или даже служили в них, понимали, что с ними сделают в советском плену. Они также знали, что западные союзники СССР, британские и американские войска не позволят советской армии захватить всю Европу, надеясь, что таким образом окажутся в зоне оккупации союзников. Их можно было заставить отступить только силой. Вот почему операция заняла так много времени. Замысел советского командования заключался в том, чтобы нанести несколько мощных ударов по сходящимся направлениям на Прагу, окружить и расчленить основные силы вражеской группировки восточнее города, освободить чехословацкую столицу и отрезать группе армий «Центр» пути отхода на запад и юго-запад. В целом события проходили не так, как было предусмотрено планом. Войска 2-го Украинского фронта не успели подойти с юга и своевременно замкнуть кольцо вокруг всей действовавшей там вражеской группировки. Тем не менее, значительная ее часть, находившаяся в Мишке и теснимая с 3 сторон, оказалась разгромлена. Только ее остаткам, без тяжелого вооружения, транспорта и тылов, удалось уйти через заболоченную пойму Моравы, южнее Оломоуца. Организовать сопротивление на Чешском плато враг был уже не в состоянии.
Когда мы говорим о боях за Чехословакию, нужно отметить, что, конечно, большая часть территории была освобождена советской армией, а четверть — американцами. Но также нельзя забывать о румынских и болгарских солдатах, ставших союзниками СССР в конце войны и также принимавших участие в освобождении страны. Чтобы отвоевать Чехословакию, понадобилось более полугода, начиная с осени 1944-го. Причина этому, в первую очередь, другие приоритеты советского командования. Советская армия прежде всего ориентировалась на берлинское направление, расположенное севернее, и на австрийское, которое южнее. Я много встречался с людьми во время освобождения, и они были очень благодарны Красной армии за освобождение. Это великий праздник, и в то же время это великая скорбь по тех, кто погиб. Большой ценой досталась нам победа. Был каждый день в сражениях и боях, но сколько сыновей, отцов и дедов лежать осталось на седых полях. Идут года, болят и ноют раны, но, как всегда, в строю фронтовики. Живите долго, ветераны, живите долго, земляки.